Всем привет, приветствую на канале. Сегодня мы рассмотрим еще одну неисправность BMW X5 E53 кузов, а именно это блок управления климат-контролем. Он у нас не включается, не реагирует ни на какие кнопки. В том случае, если у вас вышел из строя блок климат-контроля, ссылочку на видео оставлю вверху о замене блока климата-контроля. Найти видео можно на канале. Находится видео в плейлисте о предохранителях, реле и блоках управления BMW X5 E53 кузов. Заходим в плейлист и находим видео о том, как снять блок климат-контроля. Также есть видео о замене ежа, он же резистор печки. Это также есть довольно распространенная неисправность в BMW X5 E53 кузов. Так выглядит видео. Ссылочку на это видео оставлю вверху, вот здесь, во всплывающем окне, и под видео в описании. А сейчас приступим к устранению неисправности. Открываем перчаточный ящик. Сейчас мы будем добираться к предохранителям BMW X5 E53, которые находятся у нас в салоне. При помощи отвертки нам нужно отщелкнуть фиксатор, который находится у нас слева от перчаточного ящика. Выщелкиваем фиксатор. Так выглядит фиксатор пластиковый. Откладываем его в сторону. Далее выводим крышку бардачка и отодвигаем ее вниз для более удобного доступа к блоку предохранителей. После того, как мы отодвинули крышку перчаточного ящика вниз, у нас есть хороший доступ к крышке блока предохранителей. Так она выглядит. Для того, чтобы открыть крышку блока предохранителей, нам нужно отщелкнуть два фиксатора пластиковых. Один фиксатор у нас слева и один фиксатор справа. Отщелкиваем крышку предохранителей. Ее можно подфиксировать. Отлично. Ссылку на видео о предохранителях в салоне BMW X5 E53 оставлю вверху во всплывающем окне. Это видео можно найти в плейлисте о предохранителях и блоках. Находится оно у нас вот здесь. Схема расположения предохранителей BMW X5 E53 в салоне. Снизу есть список предохранителей. Так он выглядит. Предохранитель, который отвечает за блок климат-контроля, у нас под номером 48 на 7,5 ампера. Сейчас мы посчитаем его на схеме, какой он по счету слева направо. Итак, считаем нижний ряд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Наш предохранитель на 7,5 ампер, 18 по счету. Находится он в нижнем ряду. Итак, считаем в нижнем ряду на самом блоке предохранителей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот наш предохранитель под номером 48. В нижнем ряду слева направо он 18. Номинал 7,5 ампер. Для того, чтобы снять предохранитель, у нас есть в комплекте такой инструмент. И приступим. Снимаем предохранитель на 7,5 ампер при помощи нашего приспособления. Так выглядит наш предохранитель. Сейчас мы его рассмотрим. Так, если присмотреться, предохранитель отгорел у основания ножки. Очень плохо видно трещину, но она есть. Сейчас будем менять предохранитель. Так, приступим к установке нового предохранителя на 7,5 ампер. Устанавливаем его на место. Так, предохранитель на месте.
Отлично. И проверяем наш блок климат-контроля. Так, поворачиваем ключ зажигания в предпусковое положение. Блок климата у нас сразу зажегся. Проверяем кнопки. Кнопки климата реагируют и управляют блоком климата. Отлично. Проверим сейчас обдув. Работает. Отлично. Неисправность мы устранили. Неисправность была в самом предохранителе, который у нас значится под 48 номером на 7,5 ампер. Итак, еще раз. Предохранитель, отвечающий за блок климат-контроля, находится у нас в нижнем ряду. Слева направо он 18 на 7,5 ампер. В общей схеме предохранитель у нас значится под номером 48 на 7,5 ампер. И приступим к сборке. Закрываем крышку предохранителей, защелкиваем ее. Отлично. Закрываем крышку нашего перчаточного ящика, устанавливаем направляющую. Сначала заводим крышку на место в упор и устанавливаем направляющую. И фиксируем при помощи фиксатора пластикового. Защелкиваем. Отлично. Проверяем и закрываем крышку. В данном видео мы рассмотрели одну из неисправностей блока климат-контроля, устранили ее. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до встречи на канале. Всем пока. Ссылку на видео о детейлинге подкапотного пространства оставлю в описании под этим видео. Также под этим видео вы найдете ссылочку на замену реле DDE, которая находится у нас в релейной сборке под капотом. Переходите по ссылочкам, смотрите другие мои видео.